живет. А может быть, да, потом. Для начала. Все, что я помню, это вот там бустап, и с него все начинается. Он прикольно просто стоит. Да. Чего? Все банально, могу экспортнуть без ошибок. Тест. Bind factory. Видите, где-то оно должно работать. Давай снова. Давай, манги. Я не знаю, как это. Видите, он, конечно. Где плагина должен. Сет плагина. Я не хочу, чтобы он все плагины меня сжирал. Игнорируй, что такое финанс, это должен быть, плагина не должен. Вопрос. В начальном комиссии он сжирал тоже плагины.
Brains. Себя начинающим снова. Чувство, когда GitHub решил показать тебе все, что он может. Давай тогда попробуем напрямую. Какой замечательно пишется. А, это все метафайл. А какого хрена он метафайлы живет? Другой вопрос. Я-то думал, откуда столько это все времени по... Так. Чё? Бракейс. Вспомнить все. Кейс. Помню, там какую-то тему делал. Version control is useful for so many reasons. It's a markdown file, which is the history of the name, and so want to be associated with your commits. I also go on your git to fill out your name. The edit is our main, and if we now project with that object, rid of these. The reason why is if we're going to convert, it does this based on the impression that the subfolder, which I think is just folders here, and if we save that, the changes we just made to our git ignore. I'll make sure to use a better git ignore. Ну, тут очень много меты, да. Так или иначе. Меты и скрипты. Да и мне в этом самом. Даже дело не в этом. У меня ощущение, что вообще никаких изменений не происходит. Это не в том, где ты игнорируешь. Ага, вот теперь он 26 тысяч мне дает. Все-таки изменения есть. Да. Уже лучше, уже лучше.
Минимум это тут игнор. Смешно в предыдущем проекте, когда я убирал просто. Здесь нормально сейчас. Но учитывая, что здесь у меня директория стоит сразу внутри. Ощущение, что как-то напортачился. Ну, хочу через вот эту, типа, все найти это хуже. Но если это пройдет, можно попробовать в целом. Конечно, так не должно быть. Наконец-то. То есть оно где-то в директории находится в другом месте. Серьезно. Так, извините, проекты. Игнор у меня тут находится. Может быть, просто надо прописать эту тему. Реально не мог прочитать. Finally. Почему у меня тут все равно продолжается? Это же вопрос. Вопрос, а кто? Это я уже на новом винте каком-то. Но это все равно тут. Это хрень.
for you. And you should now see that if you open up your phone, now we can go ahead and there. So as the product, of course, information such as what community will create added to our repo. Example game. Let's say create project client. We can see all the different go edit, project settings, editor, and you. We want to make sure that under version control we've selected visible meta files for each asset inside of your project path. Так, ну просто текст у меня стоит. Ничего нового. Почувствовать себя новичку. Или там прям совсем. Так, замечает. Давайте по тутору снова пройдемся. Контекст. Нет, это что-то другое. Через Bootstrap. Bootstrap это Case Indicate. Что рассказываю. Что их установите сейчас по-быстрому. Так, скрипты. Нет, не скрипты. Код. Ресурсы. Важно. Продолжает сохранять. Это, кстати, не работало.
есть у меня 3 метафайла. Мне бутстрап хочется 2 сцены еще сделать. Сцены. Ай. Какая-нибудь еще. Ну, наверное, она. Бутстрап мне нужен. А тут опять, кстати, Unity нету. Удалился. Удаление он прячет. Database какой-нибудь. DB database тут есть, да? Как будто нам какие-то кнопки синюю ставишь просто. Да нет, это стандартное время. Все, пусть он, без которого того, что зарегистрировано. Я же 6 лет назад. Like, Zenject is a class by audio server. This is audio. Just that's this by marking spawners construct to a game object. The installed with then Zenject and then validate current wise. It'll display the scene and then runs the project if there aren't any errors, especially if they're making a lot of changes to the code. This simple binding we just created only scratches the surface of what Zenject and dependency injection can do for your project. Что-то там было тихо.
заскриндить это все. Вообще не представляю. Контекст не создали. Игрок, скорее всего, у меня будет. Наконец. Что мне инсталлировать-то? Еще плохо представляю, как это все работать должно. Вообще плохо представляю. Так, давайте с бутстрапа. Короткая обучалка по бутстрапу. Самое главное. Hello Internet, in this video I wanted to take dependency injection it. What we want player's name. Like taking your car, these all of their goodies, boot both of them. Unity has renamed how their particle system works, for example. Do a new scene context. That's under Zenject, scene context. I have no idea what this is. I imagine we're going to figure it out. It looks like it's going to be initializing our installer and create a script. So there's two different ones here, and the mono installer. And so installer is, I guess, what we're going to do. So we get this new test installer, and for some reason it resets my project view. And if we navigate into this, there is this install. This is actually the function that is going to inject these dependencies. It's what's actually going to install the bindings that we're actually using all this software. Creating the actual player and injecting it in. This is what's going to do that. So this is actually going to install those dependencies and then provide those for other things. По логике я должен загружать сцену. Ну, пока это добавляю. And so what this is doing is the container is some special object that controls. Почему это текстовая короткая тема. Окей. Controls the dependency injection stuff. It has a bind function. We're going to bind a or create sort of a and that is here entire code, and we're grab a greeter which we haven't created yet. We will create, and this is going to be as a single. So there's going to be a single instance of this instead of waiting until not in the game. By the next thing we
executed immediately. This might be useful for on they can't that should why oh what's actually happening? String passed in, but and like it's fine, accepts any message that, and this makes it a little bit easier to kind of test these things. But the cool thing with the way we've implemented this, the only Zenject stuff that exists anywhere in this code is up here. So this greeter, because we used a constructor-based initialization, it doesn't actually use any Zenject code. It's all happening up here, right there. And that's really cool because it means that if we ever want to take Zenject out, we can just use this and it'll just work. And if we want to write tests or something, we can just do that. And it just works. And so that's sort of a nice design feature. It isn't quite as nice. We'll inject a new hello world of zero message into this, or we can do a private and it should function as well. No, but that is that. So this test, okay, here. So let's can explore that later. Assign the way it seems to be. Он через письма, ну круто. Амент. А я думал, Oh, like addressable small and under window asset management addressables, then you can select groups and that'll open a new window for you. I've just docked mine up that it creates a new folder in my project. точно, да. Today we're going to build a Bootstrap есть, но это скажите мне. Scriptable Object Framework, точно помню, о нем слышал. Что-то больше совсем. Ага. Вдруг кто-то мне объяснил, что разница.
project window, a bigger scene here, this mountain scene. Currently, this mountain scene is part of my build, but I really do want it to be an addressable so I can just load this scene up as necessary. Now, holds services and objects that will exist for the lifetime as different scenes and load in gameplay, UI, environments, and cinema one scene, or it could be 10 or more. Let's see how we can get this done. I want to import a third-party library. This is the scene. An additive one scene that holds gameplay, UI, this done. Start off today on screen, but this will also let us image, I'm going to do rather a scene group. Next, let's actually have an array of going a little bit longer. We can see the things coming in and the bar is going slower. Блин, обидно. Что нужно им назваться стрим. Как иначе мне будет с трапом?
Ну, вот это 2022 LTS. Хотя видео. This is not a monster def. Few things about scene path, fun and check quickly. Just string name or more. Это плей, да, это плей он использует все. Let's see how we. То есть, серьезно, ради этого неплохо перейти на новую, конечно. Если она не сильно изменилась. Секундка. In this video, we're so there's your first scene to be, and then you view it. That's click on your second scene, and you choose Open Scene Additive. And in the hierarchy, what that's going to do is it's actually going to show us each scene separately. So each scene basically gets its own hierarchy. And then, as I mentioned before, we have this issue where, say, the main camera 1 can't reference the main camera here because these are in different scenes, and Unity has no way of guaranteeing that these scenes are always going to be open together. So we kind of have a barrier between what's going on in this scene and what's going on in this scene, even though they're loaded at the same time. So how do we do this in script? If we want to load things additively, how do we do that? Non-additively, we use this load scene method, but they contain an optional second parameter, which is load scene mode. And load scene mode has two options. The first one is single, which basically that loads it in addition to whatever scenes are currently scene, but it still keeps it in our list. If I choose remove scene, it actually totally unloads it, and we're back to having only one. Как она будет работать? Камера здесь и камера там. У него scene in our hierarchy. I'm then going to go ahead and hit play. I'm going to hit space, and now I have those two. To go ahead and hit play. I'm going to hit space, and now I have those two scenes loaded. And as mentioned in an earlier video, when things are marked as don't destroy on load, they are shuffled into their own scene. So that's where those appear. So we have our scene 1, we have our scene 2. Now we're getting this warning from Unity, this is spamming constantly, and the issue is that we have two audio listeners. Basically, we have two pair of ears in this scene. And sure enough, we do. On our main camera, we have an audio, this is where our ears are. Loading scene, you only want to have one. Working on scenes additively, you only want to have one camera. You only want to have one character controller between these multiple scenes.
So typically you're going to have a main scene that's going to contain your various like controllers and your logic and your characters and things like that. And then the scenes you load additively are just going to contain content. They're going to contain 3D models, you know. When working as Sтрим, we're using the FPS Creator Kit that you can find on your scene main menu. Here, using the assets, I just created a simple scene. If you go to the hierarchy, you will see that I have added this main menu prefab that I have. For my first level, I'm going to have gameplay, a UI, and a cinematic, which I've disabled for right now, but we still load up all three of those scenes. But if I make another one here, I can still have my gameplay, but it's going to get ignored because that's the active scene, and that's how I've set things up. It would be valuable to leave it, though, in case you started the game. My new scene, because see, moved up a little bit, but it went awfully quick, and that's because the scenes are all very small. But if we look in the console there, we can see it got the bootstrapper loaded. In scene group manager and Разве синк не поддерживается еще раньше? Я же им пользовался. Я так просто не могу сейчас взять и сделать все это. Доступно уже 2022 на юните. Недоступно и раз у меня запустилось. 2023, да. 22 и 3. Так, смешно. Это максимально недавно. Но особенно достаточно. Нравится подход с ECS. Просто потому что я хотел делать, и так далее. Кстати, Syndicate. Да. Так почему-то по умолчанию. Ну вот так они как-то решили. Эту галочку, короче, лучше снять, потому что лучше это... Ну тут они как раз будут строить.
тут, кстати, да, несколько. Они это через грязь делают. Ладно, просто висит потом достроят. Ну или в инжекторском варианте синдррома. Скажем, ради бога, давайте пока. Смотрите, что мы делаем. Мы идем и создаем, да, вот так в проекте. Там создастся префаб автоматически, да, и мы вот после того, как вы поставите, у вас появится вот такая штуковина. Create, да, create, inject, этот самый делаем. Если вы так сделаете, и вы до этого ничего такого не узнали, то вы увидите кучу настроек каких-то. Мы да, этих зависит. Пока не будем по ним шастать, по одной пошастаем. Здесь вот это, parent, используйте слово контекстно. В чем тут дело? Эта штука появится как гейм-объект на сцене. И мы будем создавать, не видно, точно не видно, спасибо, там же камера моя, я ерунду показываю. Конечно, естественно, спасибо большое, смотрите. А, теперь тут моя камера. А теперь тут твоя камера, елки-палки, как же мы так... А просто отдельная вопрос. Да, сейчас. Боже, нет, так нельзя. Давай вот так. Давай я себя отодвину. Ну, давай, передвинь. Давай я передвину себя. Так вот, туториал. Они сделали несколько... Пацаны... Не пидор. Сняли отсюда. Так. Камеру, да, я верну. Там больше в инспекторе особо. Окей. Значит, смотрите, что мы теперь сделаем. Пацаны из Unity, которые сделали Unity Learn, вот этот вот туториал, они сделали несколько вещей довольно-таки умно, они сделали неплохо несколько вещей, и одно из них, это они сделали буст-сцену, они отделили начало, так сказать, старт игры, что-то там подвел. Подстартовать, как-то там подогреть, и потом уже делать все это дело уже в основной сцене. Они все еще запихали сюда почему-то главное меню одновременно с этим, поэтому, ну, такое, как бы, то есть, спорный момент. Они вынесли это на отдельную сцену, главное меню одновременно с этим, поэтому, ну, такое, как бы, то есть, спорный момент. Мы, кстати, да, опять же, да, мы в курсе дела вся сцена на дуде и грец, и мы здесь, значит, так делается. И так далее, как это все продлевать. Но здесь мы попользуемся тем, что Unity Learn пацаны нам сделали. Смотрите, что мы еще должны сделать, чтобы эта вся штука завелась. Мы сделаем здесь, вот на сцене теперь, мы сделаем scene контекст. Вот как кто, опять же, хочет читать. Это вот так делается, это просто объект. Это уже не префаб, это просто объект на сцене. У него здесь ничего трогать не надо. Он вот сам себе как бы на дуде и грец. И мы здесь, значит, он просто нужен для того, чтобы инициализировать. Вообще, вот, бутстрапнуть весь этот ZenJect. Происходит это следующим образом. Инициализировать. Вообще, вот, бутстрапнуть весь этот ZenJect. Происходит это следующим образом. Scene-контекст, когда стартует, он смотрит, ага, есть ли где-нибудь Project контекст. Если нет, давайте-ка его сделаем. Типа, давайте сделаем все регистрации в Project контекст. Работает это за счет одного фокуса-покуса с Unity. Script Execution Order. Делаем это важно, мы сделаем Bootstrap Installer. Тихо, Bootstrap Installer. Да, ёлки-палки, Installer. О. Значит, что такое инсталлер? Потому что ZenJect называет все свои штуковины, как мы уже выяснили, инсталлерами, да, и мы тоже не будем, в общем-то, здесь менять терминологию, мы будем называть вещь нужна. Вот так базовая реализация не нужна, здесь она бросает весы, которые здесь будут. 100% они не дадут. Ага, нет, дадут.
Вопрос в том, что где они это все сохраняют. Infrastructure. Любят они инфраструктуру это называют, конечно. Любят они это называть инфраструктуру. Сразу бинь-копей. Погнали. Конец с подушкой пошли. Не будем усложнять себе жизнь. Так, сцену сюда. Shift. Наверх. Чего красный? Можно быть грамм. Вспомнить то, что в ней. Так. Конечно. Можно не такой ставим. Стропом ставим. Какой-то маус-менеджер. В принципе, понятно. А зачем маус-сервис берет первым? Будут регистрироваться сервисы, которые существуют вот в процессе всей игры. Да, все время игры. Мы пойдем и повесим это на Project Context, потому что это тот, кто существует все время игры. Поехали это сделаем. Как он называется? Bootstrap Installer. Спасибо. Теперь штука, которую я всегда забываю сделать, возможно, сегодня еще один раз забуду. Смотрите, значит, его нужно добавить вот в этот список Bootstrap моноинсталлеров. Здорово. Вот теперь эта вся штука работает сама. Называется, определить в чистую. Окей, эта штука, которую мы повесим сейчас. Смотрите, куда. Мы возьмем Bootstrap Installer. Это будут наши сервисы, которые здесь будут регистрироваться. Сервисы, которые существуют вот в процессе всей игры. Да, все время игры.
Мы пойдем и повесим это на Project Context, потому что это тот, кто существует все время игры. Поехали это сделаем. Как он называется? Bootstrap инсталлер. Спасибо. Теперь штука, которую я всегда забываю сделать, возможно, сегодня еще один раз забуду. Смотрите, значит, его нужно добавить вот в этот список Bootstrap моноинсталлеров. Здорово. Вот теперь эта вся штука работает сама практически, да. Мы сейчас в этом убедимся. Я поставлю здесь брейкпоинт, я уже поставил его, да, подключусь в дебаге, и мы должны попасть в этот брейкпоинт, когда я нажму старт. Так, давайте, значит, дождемся. Ух ты, фреймрейт нестабильный. Ну, фреймрейт, давайте, кстати, давайте узнаем, поставьте, пожалуйста, что-нибудь там. Что-нибудь, если у вас тоже какие-то лаги, мы, может быть, тогда как-то передернем трансляцию, короче. Ну, наверное. Смотрите, значит, действительно мы попали в этот install bindings, и все у нас как будто бы практически хорошо, значит, мы что-то здесь можем делать. Вот это базовая настройка этого замжекта, да, то есть совсем базовая. Вот там регистрируем сервисы, пользуйтесь только одним моноинсталлером, здесь видите список. Он нужен для того, чтобы разделить как бы ответственность, и потом вы почувствуете своим программистским сердцем, когда у вас снова мусорка будет. Инспектор в центр экрана. Ну, пока тут вроде ничего не ну вот он, да. Ну давайте в центр экрана перетащим его как бы. Ну вот так, хорошо. Давайте на всякий. Его сюда в контекст. Всякий случай, я еще раз пройдусь, мы действительно добавили здесь компонент, и я просто его перетащил вот сюда в моноинсталлеры, чтобы, так сказать, все это было вместе. Окей, хорошо, значит, есть у нас вот такая штука, есть у нас теперь, да господи, давай его пока вернем. Мы очень просто пустой инсталлер, давайте посмотрим, что мы пытаемся здесь с вами решить. Может и майнят, кстати, может и майнят биткоины. Камера мешалась при настройке, но все было видно. Я потом перенес это в центр экрана, должно было быть видно. Смотрите, значит, чего мы здесь с вами сделаем? Вот тут основное происходящее, значит, тут основные какие-то типа проблемы. Во-первых, мы, конечно, добавим сюда этот scene-контекст тоже, чтобы так работает это, да? То есть нужно на сцене, где мы хотим чего-то делать с этим замжектом, должен быть scene-контекст. Пускай у меня мультиплеер несколько сцен. Окей. Мы сейчас посмотрим, что мы будем делать. Смотрите, на этой сцене, это уровень, да, это непосредственно уже где герой бегает. Тут есть враги, тут есть вот все остальное красивое освещение, всякий ящик вот с этим самым. Здесь торчит герой, прямо сразу. То есть вот он на этой сцене просто врощен в нее. Это плохо, это неудобно. Сейчас объясним, значит, попробуем объяснить почему. Потому что, как... Это я помню, когда ты давно смотрел. Так, они предлагают все подкручивать. Вопрос в том, что... Как мне из одной переходить в другую? Так, теперь, значит, решаем следующую ситуацию. Ага. Как, в общем, давайте посмотрим на префаб героя. И вот тут у него внутри есть такой, значит, character inventory кусочек, и на нем висит какой-то скрипт, который... Поскольку мы тренировались, и это вот ровно та штука, которая запрашивала со сцены... Которая кидала вот ту ошибку, когда я заплавил изменения.
Суть именно в том, что они будут так прокидывать. Давайте я просто посмотрю, как у них реализовано. Bootstrap installer. Enemy Factory. Интерфейсы. Вот здесь они load используют. Создать здесь приходит как раз тип и позиция. По логике, как, кстати, происходит с этими сетками? Когда ты на сетку ставишь, ты в какую-то конкретную точку ставишь. В целом нормально, да? Давайте создадим кубы. Ну, кубы, да, легко можно взять. Префабно, не проблема. Так. Сеточку сделать. ProBuilder хотел использовать. Add a reference to your test installer to the properties, and making this first edit. So reader to receive, and reader class does not see a string. Right into the Через addressable. Даже не знаю, мне addressable использовать все-таки или попробовать чисто на DI. Ну, это разные совершенно вещи. Но я сейчас думаю именно скачивать ли новую версию и там все это пробовать. Загрузку сцен именно через addressable. Я хочу иметь загрузку разных сцен. Разных карт, скажем так. Так, у нас есть, получается, StarCraft. Можно к нему обратиться. У него вот несколько сцен, стратежка. У него есть, скажем так, сцена менюшки. Здесь я беру какую-то карту. Он ее, скорее всего... Ну да, мы ее скачиваем обычно. Закидываем кто-то в директорию. Потом достаем оттуда. Что она там валяется? Достаем карту. Так. Ну, скорее всего, здание. И так, там есть по дефолту. Вот именно карты отдельно подгружаются. Подгружать карты. Могу ли я сцену как карту подгрузить через DI? То есть просто добавить, даже это не через DI, а отдельно обычным скриптом. Я могу добавить ее. Но смогу ли я увидеть прогресс бар, который отображается в StarCraft? Этот интересный прогресс бар.
в ECS, с другой стороны, получается, есть UI и есть отдельно сцена всего корабля, который будет тоже тянуться через все уровни. И отдельно будет подгружаться сцена с картой. И все в целом. В остальном в игре, ну еще там, понятно, меню, но она отдельно. А во время геймплея у нас есть две одновременные сцены и, скорее всего, третья. Да. Третья, которая подгружается отдельно. Но я могу сейчас попробовать создать UI-ку. Плохо понимаю, как это пока будет реализовано. UI-ку. Могу создать какой-то главный объект. Ну, вообще должен быть конструктор. Если это StarCraft, если это стратегия, должен быть конструктор. И в этом конструкторе все префабы. Соответственно, и какая-нибудь плоская карта с сеточкой, в которую я могу вставить. А потом попробовать это подкинуть все в DI. Добавить dependency, зависимости. Вот вопрос. Мне dependency зависимости прокидывать сейчас, хотя я плохо их понимаю, или потом? Тоже плохо понимаю. Так. То есть технически тут они просто докидывают все это, все классы в инжектор. Да. Вопрос, как там будет работать именно со сценами. И как это будет выходить из меню. То есть представим, есть меню, и мы из меню должны подгрузить сразу 3 сцены. И показать progress bar. Этот progress bar смогу ли я показать без addressables? Вопрос. Да. Не то что загрузка. Ну да, загрузка. Загрузка. Так, тут addressable сразу кидает он мне. Hello everyone, welcome back. Hello everyone, welcome back on this channel. Ctrl-R это что, перезапуск, что? Так. Еще раз. Как давно это? 23 сентября. Ну, слушай. Это полгода назад. На ивенте. Guys, I'm Ramkis map and we are loading test map. See that your screen is bigger, so give me thanks on in space we want on the screen, and if you want, so you can change downloading UI. Okay, so give us. Так, это 22 и 3, то есть это старая версия Unity. Он использует адресейблы здесь. Но скорее всего он использует только одну дополнительную. И в целом мне этого хватит для подгрузки следующих уровней. Но не хватит для подгрузки нескольких. А могу ли я прокидывать типа 3 таски подряд? То есть сначала он будет прокидывать и
Hello all. In this Unity Это старый. О боже, это еще и... 3D tutorial, we are going to learn about loading multiple scenes additively. Loading a scene additively keeps the active Отвратительный. Ну да, он через async просто закидывает несколько. Но в чем отличие? Ага, круто, и это все перекрывает, получилось у меня, ребят. Круто. Угу. Ага. То есть это не адресы. Entertainment. The inspector. Settings you can Блин, я очень хочу пройти по этому туториалу на самом деле. Глобальный вопрос. Пытаться сделать без addressables и просто загружать несколько сцен, все-таки это возможно. Вопрос с прогресс-баром. Здесь он был не показан. Здесь просто сразу несколько. Да. Учитывая, что это async. Тут полный волк происходит. Сразу несколько сцен. Окей, у меня еще раз UI, сам геймплей, и третья сцена будет всегда отдельный, новый, в зависимости от карты. Ну, в принципе, я могу несколько, видел в некоторых играх, несколько прогресс-баров, то есть сначала он там доходил. Я могу просто 3 прогресс-бара сделать и не париться. Но это будет, конечно, очень кринжово. Могу разделить на 3 сегмента. Что ж будет кринжово на самом деле. Да. Вопрос в том, что учитывая, что они идут в асинхронке, смогу ли я как-то оттуда брать прогресс-бар? Как здесь реализовано? You can see it's turned red in the inspector. For those of you who didn't watch last week's video, we're using a third-party library that lets us drag scene references right into the inspector. Now that Ну, единственное, получается, все, что он использует third party, чтобы
перекидывать. installed addressables, we have some new features here. If you click the gear icon, you can choose to assign. А я разве не могу просто их перекидывать? Да вроде могу. Жмем. This directly to the build, or you can make it an addressable. If we click make addressable, we'll get a dialog box. We can choose to add it to the default group, or we can choose to open the window and do something custom. I'm good in the corner that it's turned this nice blue color. Any scene in the inspector that's an addressable will have this nice visual cue. So each group that we have in our addressable groups window is going to become an asset bundle. If you add a scene to a bundle, Unity pulls in all the dependencies into the bundle as well. In the documentation, Unity calls these dependencies implicit dependencies, and the build system packs them into the same asset bundle as the scene when you make a content build. Later on, you're going to want to optimize this a little bit and get any dependencies that are shared between scenes into their own group, but for now, this is perfect to get started. If you want to add more items to this particular group, you can just drag and drop them like so. Alternatively, if you have them selected over in the inspector, you'll be able to see this addressables checkbox, and it lets you specify the path as well as Вебинар от Unity. In programming and performance. Короче, она очень крутое, как обычно. There's a sword for the player. There's this glowing red fancy boss sword, and there's this shield. And at runtime, we may need to spawn some of these items, and sometimes we might not need them. They might not be visible. It might depend on what the player has equipped or what kind of enemies we're fighting at the time. So we're going to look at how this impacts memory, and we're going to start off with no addressables. Direct references can be referred to as direct or hard references. And we're going to look at how these direct references can have a negative impact on memory and why implementing addressables is going to address that. No pun intended. So we're going to take a look at memory with this initial example. We're going to build and run the game, and then we're going to download the Unity Memory Profiler package available. And in the lower left highlighted, we can see we have one memory capture loaded. You can note from the screenshot that was spawned in the shield on the texture 2D category to show all of our textures that are currently in memory. So categories like we did 100 swap. We're going to put our prefabs in rather than in a memory. So if we go Еще раз, в чем проблема? Круто. our
scene loader from last video, and if I take a look at level 2 here, I had added a bigger scene here, this mountain scene. Currently, this mountain scene is part of my... Не, я хочу делать как он. User disables. Не представляю пока. Как они работают вместе? Серьезно, работают ли они вместе? Так, adjective. And just add a little delay. Use this in Unity. Because it will exist for the lifetime of the game, and then load in gameplay, UI, environments, and cinematics as different scenes or more. Let's see how we can get this done. Want to import a third-party library? This is the scene rep. 3 марта. Это 10, то есть это первый идет. И... Снежок у меня уже стоит. Shield prefab. Поставлю, наверное, стрим на паузу, пока она будет скачиваться. But Видите? we're not actually стоring the shield prefab. Как раз почистил. Как раз почистил немного старые проекты. Место освободилось. Хотя зачем ставить на паузу? Так. Старая версия уже. Да. Какая из них? Так. Почему на каждой версии мне приходится новую скачивать? Они же должны быть просто подтягиваться как с бутом. Возражаешь? А, ну там вроде бы скачивает неполный. Сайзом диск, конечно. Совершенно другой. Linux, macOS, Windows, платформа. Не, ну вообще по логике мне нужен Android. Джелли еще неплохо иметь. Так, стоять. Почему 20. Что? Вот, мне нужен 23. А 23 и 1. А, но ее еще нет LTS, что ли? Серьезно? Нет LTS за 23?
из-за того, что оно не ЛТС, это же можно кучу веселья получить. А может не надо? 2023, 2 и 13F. Ну, это он предпоследний использует вообще. Мужик. Ты уверен насчет своей подписки? Так это не обязательно. А где-то в тексте он говорил, что это... Угу. Да, вот здесь он говорит, что это необходимо. Годство. Так, Node.js, Android, да. А ты мне предлагал 16-й. Сомневаюсь, что замечу разницу. Они оба уже в некотором роде. И будет это и не более, мне кажется. Так, Visual Studio не нужно, Android и WebGL. Так, ну это, думаю, надолго будет. Да. Не, ну чисто ради того, чтобы это делать. Тоже, блин, знал, что нормальный синковый будет только 23 поддерживаться. Неудобно, неудобно. Стрим заканчивать не хочется, но скачивать он будет очень медленно. Очень медленно. Конечно, делитнул старую 2020. Сегодня у меня день удаления. Старые проекты почистил. Все-таки DI хотелось бы попробовать с добавлением. Так, это мы просто закидываем маус. Маус менеджер берем. Это они по тутору идут. Это либо по туториалу их же идти, либо ловить суть. Кстати, а что там пишут?
что бросил? Выброс. Жесть. Хотя не бросил реально. Давненько это было. Не, ну я хочу адресейбл реально попробовать. Процентов где-то. Ну, очень классный подход. Правильно. Reference library, let's here scene group the struct here where we keep a read-only, take the capacity and just create a new list for us. I want two pub. Public properties. The first one, I want to be able to tell us a float value of the progress of all the operations. Every async operation has a progress property. Let's just get the average of them using link. Let's have. Вот, учитывая, что он в асинке. А почему я не могу это реально в 2020 попробовать? То есть, окей, он говорит, что... Routines. Вот, all time from async operation. То есть она появляется только 2023, 4 из-за нее. Async operation. А ведь он вроде это и писал. Вот, including, в том числе async operation. Unity 2022. Потому что непонятно. Так, async operation. Не, ну слушай, 20, 22 и 3. Такое ощущение, что он все-таки работает 2023. А почему я вам это все написал? Давайте попробуем со всей фигней сделать. Так, еще раз обождите. Today we're going to build groups of scenes together at the. Start off today, I want to import. A third-party library. This is the scene reference library. Let's bring debug settings. Us a new type. Раз так говоришь, пока что. Пока что попробуем здесь. Если что, я смогу обновиться просто на следующую. У меня пустые сцены. Пока что. Прошиться нечего. Так, мне вообще должны позвонить с доставки. Так и не позвонили, что странно. Так. Bootstrap, map. По логике мне сразу же еще хочется закинуть самый UI. И какая-то третья сцена. Геймплей. Где будет находиться вся тема с конструкторами, не знаю. Модельками. По логике она может даже и не находиться прям
на сцене. Даже не знаю. Но для скорости работы иметь ее где-то в подгруженном виде было бы неплохо. О, реально не знаю. Ну, пока оставим. Все, пустая. Будет 3 штучки. Будет веселее. Самый главный вопрос, как они будут работать в фронтайме сейчас с кучей камер. Они сейчас с камерами. Да, они все с камерами. По логике мне тут нужен только canvas. UI. Только не говори, что мне через UI Toolkit надо будет это все делать. Вот UI Toolkit. To be that Так. Камера. Так, тут у меня геймплей не нужен, лайт не нужен, лайт не нужен. Тут тоже лайт не нужен. Хотя не. Хотя да. В целом лайт нужен только здесь. Global volume. Main camera. Audio listener. В целом, кто должен по логике слушать? Камера всегда разная, UI одинаков в целом. Но слушать не UI, а геймплей. Как бы мне канву из одной сцены закинуть на... Работать одновременно с камерой на другой сцене? Вот в чем вопрос. Так, UI, canvas. Смогу ли я вот так сделать? Нет, не смогу. Смогу ли я вытащить его?
Ну да, screen space просто будет. И все. И нормально. Так, геймплей. Создадим. Почему он вот строго закинул? Так, ивентовая система у нас тут будет. И main camera тут у нас находится. Вот у меня 4 сцены. Bootstrap, Scene Context. Также мне нужно Scene Context текст в каждой. Наверное. Scene Context у нас от DI, да? От Injector. Просто в том, что как я буду работать с этим всем. Так. Нормально. Кава. В целом, при загрузке Canva может попробовать подключиться к камере. Но это если я через Canva буду делать. По логике я должен делать это через Toolkit. Toolkit, боже. Слишком много я взял на себя. Включить сразу 3 тулзы. Как минимум. То есть DI, потом UI Toolkit, потом про билдер для карты. И это для создания всяких зданий. Пытаться это через ECS сделать. А потом еще закинуть CIDI. Вот это уже вся студия будет делать. А я такой, ну, в принципе, в одиночку попробую. Так, ну, ты чё? Это лишнее. Угу. Вопрос, да, disable для сцен. Bootstrap. DI. Вообще оно сейчас будет как-то запускаться. Ну вот, в принципе, хоть как-то. И выдаст там 10 тысяч ошибок. Не выдало ни одной ошибки. Удивительно. Так, давайте добавим на каждую. На каждую тему. Мне нужен UI Toolkit. Так, on demand. Это scene reference. Я хотел добавить package manager. Tutorial. Excuse me. Он же так это показывал. Так, asyncs.
One of the most requested videos on going to Today we're going to focus on just the video from HJ at UI Motion Video in the description. Now we're still going to create UI toolkit, UI document. I'm just going to call mine inventory, and then I'm going to open it up. Ладно, давайте инвентарь пока пилите, пока он там скачивается. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, ну что, создать UI Toolkit. Up in Writer. If we take a look here, you can see that there's quite a bit of metadata associated with this UXML, and most of it is unnecessary. This default document also has a namespace of engine. If we jump over to one of these samples, this one comes from QuizU. They're using a namespace of UI and have completely different metadata. Now, we could actually go with the bare minimum, which would look something like this. Now here I don't have a namespace at all. So I think what I'm going to do is actually jump back to my inventory UXML document, and I'm just going to strip. So I think what I'm going to do is actually Load scene идет у меня по-другому. Тут у нас получается без DI. Уже сразу на два стула сесть одинаковых. Пытаюсь. Тут он boot происходит. completely different metadata. Now we could actually base of engine. If we jump over to one of these samples, this one comes from QuizU. They're using a namespace of UI and have completely different metadata. Now we could actually go with the bare minimum, which would look something like this. Now here I don't have a namespace at all. So I think what I'm going to do is actually jump back to my inventory UXML document, and I'm just going to strip away. Откуда он взял bootload screen? XML document to act as the root of our visuals. So you can get a new one by going to create UI toolkit, UI document. I'm just going to call mine inventory, and then I'm going to open it up in Writer. If we take a look here, you can see that there's quite a bit of metadata associated with this UXML, and most of it is Откуда? Он вроде больше ничего не создавал. What the Так, инвентарь. Как неудобно с этим. unnecessary. These samples, this one comes from QuizU. They're using a namespace of UI and have completely different metadata. Now we could actually go with the bare minimum, which would look something like this. Now here I don't have a namespace at all. So I think what I'm going to pretty much everything up a line, and we can get rid of the XML version declaration. Now, unless you're going to use UI Builder, you will never make changes to this document again. We're going to do everything procedurally and just use this as the root. Now, if I come back into Unity here, I can go onto my empty inventory game object. If I come to everything procedurally, Да, просто стрелочку сюда переносить. Nice. procedurally and just use this as the root. Now, if I come back into Unity here, I can go onto my empty inventory game object, and I'm going to add a new component. And that component is going to be. Now, if I come back into, and I'm going to add a new component, and that component is going to be a UI document.
Now you can create your own panel settings asset by going to create UI toolkit panel settings asset, but I've already got one, so I'm just going to choose mine with the selector. And we also need a reference to the UXML document that we were just working on. For every UXML document, UI toolkit, panel settings, asset. Почему, кстати, он тут? Типа они оба в одном месте появились, да. C#. Нет, что-то другое. Unity runtime какой-то, default theme. Скрипты, инвентарь. Так. Залезаем сюда. По логике. Ну, блин, он будет инвентарь пилить. Мне это не так важно. UI toolkit. Как он будет дальше его пилить? settings asset, UXML, I'm going to Да, вот так. and that's just because they reference element. Слоты он будет делать? Не. Вот тут на C# он стиль пилит. Let's do a quick. Отвратительно. Пока на сегодня хватит, наверное. Ну и ладно, не на сегодня. Что меня совсем плющит. Я пока не проработал план. Я думаю, что я должен сидеть одновременно и UI toolkit, или в итоге не toolkit. Это вопросы. Casual гораздо проще. Гораздо. Это менее интересно. Так, еще раз. Давайте думать. У нас есть варианты. О, скачался наконец-то. UI toolkit. У нас есть обычный UGUI. Из этих двух надо выбрать, что я буду использовать в своей типа стратегии. На самом деле гораздо круче иметь UI toolkit. Потому что процедурно, да, все генерирует. Ну окей, выбираем UI toolkit. Без проблем. Дальше вопрос. Как работает UI toolkit? Был 4 года назад, когда Zenject использовался? Или нет? Будем ли мы использовать dependency injection в этом примере? В этой стратежке. Я могу без DI пока сделать и в конце его попробовать настроить. Ну как в конце? Когда сделаю дефолтную хрень, где я могу поставить куб и сферку. Как только я сделаю вот это возможным, в принципе, можно попробовать и другое.